Как подавать так, чтобы соперник не принимал или завышал удобный мяч для атаки? Как свою простую подачу превратить в мастерскую и сразу создать давление на соперника? Как самостоятельно натренировать подачу, которая будет приводить к победам и росту нашего мастерства? Смотрите это видео до конца и узнаете 5 фишек, с помощью которых вы сделаете свою подачу сложной для приема и будете чаще выигрывать, вводя соперников в заблуждение. С вами Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь вы найдете много полезной информации, чтобы улучшить свою игру. Прежде чем продолжить просмотр, подпишитесь и поставьте лайк. Мы начинаем. У многих возникают трудности в освоении подачи. Мы шлифуем ее день ото дня, а соперник закрывает глаза и бьет ее на вылет. Мы начинаем расстраиваться и уходим с фразы «У меня плохая подача». Но если мы будем тем человеком, про которого говорят, что он меня только на подачах обыграл, у меня для вас хорошие новости. После просмотра этого ролика вы получите ту самую подачу-неберучку, которая поможет вам выигрывать позицию для ударов, а еще лучше сами очки. Бонусом в конце видео я расскажу психологический прием, чтобы не проигрывать на своей подаче в концовке. Для начала мы раскроем 5 основных параметров подачи: высота, длина, вращение, направление, скорость. А дальше методику тренировки каждого параметра, которая выведет вас на новый уровень владения подачей. Разберем для начала, что каждый из параметров означает и на что влияет. Высота. Четко выверенная подача по высоте не дает сопернику произвести атаку. Если вы подадите крученую подачу, но высоко, соперник с закрытыми глазами попадет ее на стол. А если подать даже плоскую, но над сеткой, она доставит сильные неудобства. Для отработки высоты самым эффективным будет использовать уровень для сетки. Он помогает отрегулировать высоту над сеткой и добиться, чтобы подача летела максимально низко, что не позволит сопернику начать атаку. Продемонстрирую, как этот аппарат работает. Берем, подкручиваем гайки и ставим необходимый для нас зазор. Для начала можно поставить побольше, затем, когда уже подачу освоите, можно сделать его чуть-чуть поменьше, чтобы было пару миллиметров вверх и вниз, чтобы мячик чисто летел над сеточкой, как у элитных китайских спортсменов. Ставим его над сеточкой и начинаем отрабатывать подачи. Этот тренажер и другие товары вы можете приобрести на сайте магазина для настольного тенниса TT Sport и получить скидку 15%, написав комментарий к заказу «Толмачев скидка». Акция действует ограниченное время, поэтому успевайте. Ссылка будет в описании под видео. Следующий параметр – длина. Длина подачи задает какую-то определенность в игре и помогает нейтрализовать атаку оппонента, либо наоборот заставить его сыграть активно. Также, если соперник стоит далеко от стола, мы можем его подтянуть, а если он прилип к столу, то заставить его врезаться в мяч. Направление. Главное преимущество подачи в том, что вы можете подать хоть откуда в рамках правил за лицевой линией стола и хоть куда. Основная задача подачи по направлению – это сместить соперника и вынудить его на ошибку, сбив равновесие или же открыть угол с последующим продолжением своей атаки. Вращение. Кручу-верчу, обмануть хочу. Умение задать сильное вращение дает значительное преимущество в игре, но не такое же, как может показаться на первый взгляд. Вращение в подачах позволяет все время держать соперника в напряжении, так как вы можете постоянно их комбинировать, чередуя различные сочетания вращений. Скорость. Умение варьировать скорость в подаче дает преимущество игроку. Вы можете быстро направить в пустой угол подачу, либо игроку, который сильно торопится, подать максимально медленную планирующую подачу. Также сократить время для принятия решения у нашего оппонента, что поможет спрогнозировать варианты приема. Это 5 параметров, которые мы можем значительно усилить. И самое главное, нам не нужен партнер, чтобы это отрабатывать. Поэтому вы не ограничены в своем творчестве. Многие подписчики спрашивают, а тренирую ли я любителей? Да, любителей я тренирую и работаю я в Москве в клубе настольного тенниса RTT на Первомайской. Связаться со мной можно через Telegram, ссылку оставлю под видео. Теперь переходим к методике отработки подач по 5 параметрам. Основные правила. Тренируйте подачу не более 1 часа подряд. От монотонной работы сильно падает концентрация и, соответственно, снижается качество работы. Поэтому лучше понемногу каждый день, чем один раз несколько часов.
Выполняйте одно задание 10-15 минут, либо примерно одну корзину 100-150 мячей. Пример. Одну корзину мы отработали, подачу по прямой, вторую по диагонали, третью чередуем. При выполнении подачи в руках только один мяч. Перед каждой подачей должна быть пауза, как в игре. Тогда и в игре вы будете качественно выполнять подачу. Не надо брать по 5 мячей в руку и делать пулеметные очереди. Тренируйте каждый параметр по отдельности, а потом начинайте их комбинировать между собой. Пример. Вначале только высота, затем высота-длина, длина вращения, высота, длина вращения и так далее. Начинаем работать по порядку. Начнем с высоты. В идеале мяч должен пролетать максимально низко над сеткой на расстоянии пару миллиметров. Тогда вашу подачу будет очень тяжело сыграть активно. Это особенно важно для коротких подач. Мы берем с вами уровень для сетки, устанавливаем и пока не регулируем высоту, а просто подаем. Смотрим, насколько высоко подлетает подача над сеткой. Далее мы опускаем немного уровень и стараемся, чтобы мяч четко пролетал над сеткой и не касался уровня. Начали стабильно попадать, еще опускаем. И так до тех пор, пока не останется минимальный зазор сверху и снизу, который чуть больше размера мяча. Так подгоняем все свои подачи. Подаем так одну корзину подачи справа, одну корзину подачи слева, затем чередуем. Если не получается подать низко, то возможно вы делаете одну из ошибок. Первое. Высоко бьете по мячу. Необходимо бить на уровне сетки. Вторая. Энергию посылаете вниз. От этого мяч подлетает вверх. Необходимо сопроводить мяч вперед. Переходим к длине. Есть три длины при подаче, которые усложняют прием и решают какую-то игровую задачу. Длинная подача позволяет нам отогнать соперника, короткая подтащить. И третий вариант, вылетающая подача, это когда подача незначительно выходит за кромку стола. И чем меньше, тем лучше. Данная подача держит игрока в сомнении, атаковать или отрезать, что приводит к ошибке или выигрыше позиции. Как мы тренируем длину? В первую очередь научитесь подавать длинные подачи. Для этого кладем полотенце либо любой другой предмет перед краем стола. Для начала берем большой зазор 20-30 см, затем уменьшаем его до 10, затем до 5 и чуть больше диаметра мяча и продолжаем отрабатывать. Затем отрабатываем короткую подачу и стремимся, чтобы первый отскок был ближе к сетке. Для этого также можем положить полотенце, чтобы четко видеть зону, куда необходимо попасть. После этого чередуем короткую и длинную подачу, пока не смотрим на высоту и вращение. Наша задача попадать в указанные зоны. Дальше отрабатываем направление. Здесь уже работаем в паре с длиной. Для отработки направления нам понадобятся мишени. Это могут быть ракетки, полотенца, любые подручные средства, желательно которые не сместятся с места при попадании на них мяча. Мы с вами должны уметь подавать в любую часть стола, допустим, коротко вправо, длинно в центр, по прямой влево, косо вправо, косо влево, под локоть. Это поможет в игре насчет адаптировать вашу подачу под любого соперника. Вращение. Часто с вращением у многих возникают трудности именно в том, чтобы сильно закрутить мяч. Чтобы овладеть вращением, вы можете посмотреть у меня ролик, который так и называется «Вращение». Он будет в подсказках, а также в описании. Отлично, когда мы уже научились цеплять мяч, разрабатываем силу вращения. Для этого со всего размаха подаем длинные подачи, чтобы почувствовать зацеп. Когда это почувствовали, стараемся подать коротко, чтобы мяч сильно вращался. После этого мы начинаем играть с вращениями. Лучшие комбинации это нижний боковой и верхний боковой, так как игроку надо всегда подстраиваться. И один, например, великолепно справляется с нижними подачами и не может принять верхние. Также популярные сочетания плоской и нижней, они должны быть визуально похожи, и противник, который это не заметил, либо завысит мяч, либо сыграет в сетку, поэтому учимся комбинировать все это дело. И конечно скорость. Чем быстрее подача, тем меньше времени у соперника понять какое вращение. Представим, игрок стоит далеко на заходе или готовится сыграть какой-то стороной ракетки, либо стоит близко к столу. Мы берем и подаем быструю подачу, что сразу же ведет к выигрышу очка или позиции. Для этого надо понять, за счет чего дается скорость. Она дается, когда происходит контакт деревяшкой, а не одной накладкой. Самым простым способом почувствовать, как добавить скорость и силу в подачу, мы берем ракетку в положении маятника или любое другое. Ставим лопасть открытой и вбиваем мяч в стол как можно ближе к краю стола. Поначалу будет улетать все за стол, но с практикой подача начнет ложиться на стол. Когда это освоили, добавляем свои крученые подачи. Только теперь вместо того, чтобы сыграть чисто по касательной, мы вдавливаем мяч вперед, и у нас с вами уже подача, скорость, длина и вращение.
И обещанный бонус про психологию. Многие в концовке начинают теряться, придумывать новые подачи, что приводит к ошибке на самой подаче или проигрыше позиции. Здесь включается такой параметр, как боязнь проиграть. Обычно это происходит на счете 8-10, 9-9 в последнем сете, когда очень сильное напряжение плюс усталость. В этот момент мышцы зажимаются и подачу можно подать не так, как вы планировали. Эта проблема решается таким образом. После тяжелой тренировки берем тазик и отрабатываем свои фирменные подачи. В этот момент тяжело контролировать качество выполнения, что будет схоже с игровым состоянием. Так вы дрожащей рукой научитесь подавать хорошо и в решающий момент не дрогнете и заберете свою победу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, пишите в комментариях свои пожелания, что бы вы хотели увидеть в следующих роликах. Ставьте лайки, тренируйте подачи и становитесь сильнее. С вами был Иван Толмачев. До встречи!